Украина показала, что люди имеют право голоса, что люди могут решать и выбирать сами, и что они могут выходить на улицы, они могут требовать честных выборов, и главное, они могут получать эти честные выборы. Поэтому мне кажется, что для Путина это было просто самым страшным видением. Меня зовут Дарина Маяцкая, мне 27 лет. Сейчас я живу в Ереване. В Ереван приехала из Санкт-Петербурга. 24 февраля я работала юристом в агентстве недвижимости. У меня была куча карьерных планов, планов на жизнь. И из-за начала войны это все закончилось. В первую очередь мне стало неприятно находиться среди людей, которые поддерживают войну. Оказалось, что с людьми, с которыми я встречалась по работе, практически никто не высказал свое неприятие войны даже в личной беседе. Все убеждали меня, что то, что происходит в стране, это нормально и правильно, что мы сейчас будем экономически совершенствовать производство и процессы, что в Украине нацисты, которых действительно нужно убивать, и что я не права, потому что возмущаюсь, что я просто ничего не знаю и не понимаю. Сложив все остальные моменты ужесточения репрессивных законов, запрет высказывать какое-то свое мнение даже в соцсетях, запрет на митинги, на все что угодно, я поняла, что я больше не хочу оставаться в этой стране. Сейчас в Ереване я координатор проекта «Ковчег». Это проект, который помогает людям, уехавшим из России после начала войны, людям, уехавшим из-за политических преследований, из-за невозможности высказывать свою позицию. Создавали «Ковчег» люди, которые занимались каким-то активизмом, правозащитой в России. То есть основательница «Ковчега» Анастасия Буракова, она правозащитник, и она сама эмигрировала из страны в прошлом году из-за опасности уголовного преследования. Запускали проект люди, которые связаны как-то с активизмом, с политикой. Естественно, этот проект достаточно актуален для людей, которые выезжают из-за преследования, для людей, которые уезжают из-за уголовных дел. Но вместе с этим к нам обращается огромное количество людей, которые уезжают из-за экономических причин. Очень многие уезжают из-за моральных причин. Как они говорят, они не видят для себя возможности жить в стране, которая напала на соседнюю. Мне кажется, что Путин развязал эту войну в первую очередь потому, что он действительно ненавидит соседнюю страну, у которой получилось встать на путь демократии. Может быть, Украина не стала идеальной страной, где все замечательно. Но Украина показала, что люди имеют право голоса, что люди могут решать и выбирать сами, и что они могут выходить на улицы, они могут требовать честных выборов, и главное, они могут получать эти честные выборы. Поэтому мне кажется, что для Путина это было просто самым страшным видением вообще в жизни, то, что в соседней стране можно избрать какого-то президента на настоящих выборах. Просто человека, который захотел, баллотируется и побеждает. Я пытаюсь сейчас общаться с теми, кто остался, со знакомыми, с родственниками. Поддерживают войну те, кто... я не знаю, как бы пафосно сейчас это не звучало, которым больше нечем гордиться, для которых это такая победа их народа, их страны, не знаю, которые настолько поверили пропаганде, рассказывающей про
нацистов, бандеровцев, про ужасные вещи, что действительно поверили, что вот они стоят на стороне добра, что они кого-то спасают и кого-то защищают. Но, к огромному сожалению, я понимаю, что Россия просто больше по населению, больше по площади, и, к сожалению, у России сейчас больше оружия, которым она может воевать. Поэтому для меня это большой страх, если Россия действительно победит. Может ли она это сделать? Я очень надеюсь, что не может. Я очень хочу верить, что не может. Больше всего я боюсь того, что война надолго, что каким-то непонятным образом сложится ситуация, может быть, с подачи Запада, может быть, как-то еще, что Путину оставят какие-то территории Украины, что с этим просто ничего невозможно будет сделать, что в Украине останутся оккупированные территории, на которых уничтожаются люди, что в России останется текущая власть, или, может быть, даже что-то случится с Путиным, но назначит его преемника, который продолжит такую же политику, и что мы получим просто на огромной площади земли с огромным количеством людей тоталитарное, террористическое, воюющее государство. Мы не знаем, когда режим падет. Может все затянуться настолько, что в Россию уже не получится вернуться, потому что где-то сложится какая-то другая жизнь. Но я бы хотела вернуться в Россию, когда падет режим. Потому что я не отделяю себя от страны. Я не нашла в себе новых этничностей и не побежала никуда делать документы. Я считаю, что в начале войны, в складывании такого государства и во всем остальном есть и какая-то моя доля ответственности. И поэтому я бы хотела иметь возможность попробовать сделать по-другому, попробовать исправить все наши ошибки.